Сегодня мы поговорим о вредных эффектах питательных веществ, и я говорю о чрезмерных, а поэтому вредных объемах некоторых нутриентов. Что может случиться, если принять слишком много? Во всех других видео я говорил о дефиците. Сегодня расскажу об обратном эффекте. Когда проводились исследования витаминов А и Е и некоторых других антиоксидантов, они проводились на синтетических версиях. Если принять большое количество синтетических антиоксидантов, то возникнет много проблем, одна из них — рак. Именно это и было выяснено. Конечно, ведь использовали не натуральные антиоксиданты, а синтетику. И я думаю, что они делали это потому, что в принципе любые антиоксиданты отдают электроны. Они помогают стабилизировать свободные радикалы, отдавая им электроны, из-за чего свободный радикал стабилизируется. Если принять, к примеру, синтетический витамин А, он не природного происхождения, а в природе антиоксиданты всегда идут сетью. И когда антиоксидант отдает электрон, он сам становится свободным радикалом, ведь он потерял электрон, и ему негде взять электрон, чтобы стабилизироваться. Это может нанести ущерб. И я считаю, что именно это вызывает рак у тех, кто принимает много синтетических витаминов, особенно антиоксидантов. Если в организме переизбыток витамина А, то ухудшается зрение. Любопытно, что при дефиците витамина А зрение тоже ухудшается. Боли в костях, вероятно, из-за взаимодействия витамина А и витамина D. Избыток витамина А вызывает нехватку витамина D и, как следствие, боли в костях. Поэтому в природе витамины всегда в комплексе. Например, в масле из печени трески витамины А и D идут вместе, один к одному. Избыток витамина А приводит к раздражению кожи. Избыток витамина Е может привести к внутренним кровотечениям, потому что разжижает кровь. У вас будет больше синяков, усталость, утомление. Не так много других симптомов, кроме внутренних кровотечений. Витамин D. От высоких объемов витамина D, по идее, нет побочных эффектов, кроме влияния на кальций. В крови появляется слишком много кальция, но даже тут много пробелов. Исследований не так много, поэтому мы даже не знаем, правда ли это на 100%. Но мы знаем, рекомендуемая суточная доза витамина D была назначена или создана как профилактика рахита, болезни, связанной с дефицитом. Ее разрабатывали не для укрепления здоровья или для долголетия. Целебный эффект высоких доз витамина D в организме просто огромен. Одна из стратегий — избегать употребления сыра или кальция, когда принимаете витамин D. Или даже на протяжении дня. И тогда вы получите пользу от витамина D, особенно при аутоиммунных заболеваниях или воспалениях, без риска заработать камни в почках. Я уже снимал об этом видео. Дальше идет витамин С, его побочный эффект — диарея. Железо. Железо — это крайне важный нутриент, который нужно принимать в малых количествах, если нужно. Его недостаток очень опасен, но также очень опасен его переизбыток. Его нужно верное количество. Проблема в том, что железо накапливается. Организму сложно от него избавиться, и он использует его повторно. Оно накапливается в печени, вызывая цирроз, накапливается в мозгу, вызывая окисление, и даже в сердце. Оно даже может вызвать рак. Оно вызывает запоры. И есть состояние, которое называется гемохроматоз. Это генетическое расстройство, при котором организм не может вывести железо, и оно действует как яд. Люди с ним жертвуют кровь, и им легчает. Я бы посоветовал кое-что под названием ЭДТА. Это хелатор. Он поможет организму вывести железо. Йод. Если в организме слишком много йода, он может вызвать гипертиреоз. Это когда йод вредно действует на щитовидную железу. Но если в организме йода мало, то это уже будет гипотиреоз. Проблема избытка йода в том, что он снижает запасы других элементов, например, селена. Кстати, это микроэлемент. Селен входит в ключевые ферменты, которые действуют как антиоксиданты.
Избыток йода связывает селен. Эти ферменты исчезают из организма. Происходит окисление, возникают проблемы, особенно со щитовидкой, когда в ней скапливается перекись водорода, и это создает много проблем. Например, вы съели рыбу, в которой есть ртуть. Если в организме хватает селена, то все в порядке. Но ртуть может блокировать селен, и в итоге эти ферменты теряются. Магний. Побочные эффекты магния — диарея, низкое кровяное давление и аритмия. Интересно то, что при нехватке магния все равно появляется аритмия, но с высоким давлением, а еще запор. Так, вернемся к селену. Один из побочных эффектов избытка селена — аллопеция. Это когда у вас клочками выпадают волосы. Аллопеция — это аутоиммунное заболевание, обычно связанное с дефицитом цинка. Избыток селена может вызвать дефицит цинка и привести к аллопеции, и к дерматиту, потому что проблемы с кожей связаны с нехваткой цинка. Но если цинка у вас избыток, то будет дефицит меди и проблемы с усвоением меди. Это вызывает много разных проблем, связанных с коллагеном и соединительными тканями. Также могут быть жар, лихорадка и гастрит. Если же в организме не хватает цинка, то может появиться язва. Я хотел показать вам, что между нутриентами есть связь. Не нужно думать, что раз немного хорошо, значит больше и еще лучше. Есть множество вредных эффектов, особенно у микроэлементов и у синтетических витаминов. Старайтесь получать нутриенты из еды или принимайте натуральные витамины и нутриенты. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.